Всем привет, будем начинать. Сегодня в рамках линейки докладов для нетехнических специалистов Кирилл Бондаренко расскажет об авторизации и аутентификации. Кирилл, привет, тебе слово. Да, всем привет. Как сказала Виктория, сегодня я расскажу про авторизацию и идентификацию. Думаю, можем начинать. А, План доклада у нас такой, что вначале мы попробуем разобраться, что же это такое вообще идентификация, аутентификация, авторизация, и потом более детально рассмотрим принципы и процессы аутентификации. И начнем мы, как вы уже заметили, с капибары. Этих самых больших грызунов, помимо забавных видосиков, вы могли видеть в Google документах. Как вы знаете, документы можно публиковать так, чтобы они были доступны вообще кому угодно. И в этом случае вы, как владелец файла, увидите сверху надпись, гласящую, что его читает неопознанная капибара или любой другой неопознанный зверь. Ну, и несмотря на то, что капибара совершенно неопознанная, система все же выдала право прочитать этот документ. Другими словами, авторизовала этого пользователя. И пока я вас заинтересовал капибарой, давайте начнем с самого начала. Потому что, как правило, авторизация — это последний этап. Но грузить вас сложными определениями из Википедии, пожалуй, не буду, потому что они через 5 секунд вылезут из головы. Мой план, чтобы вы запомнили, какая логика за этими сложными, на первый взгляд, словами. И начну с примера из жизни. Вы хотите попасть в элитный клуб айтишников, где все меряются размером соцпакета и стеком на проекте. И первое, что сделают на входе, это спросят ваше имя, фамилию. Далее попросят показать паспорт или водительские права, чтобы сверить фотографию. И, наконец, проверят, что фамилия находится в списке гостей, прежде чем впустить внутрь. Все, вы только что прошли идентификацию, аутентификацию и авторизацию. Идентификация — это заявление о том, кем вы являетесь. Аутентификация — это представление доказательств, что вы на самом деле есть тот, кем представились. И, наконец, авторизация — это проверка, что вам разрешен доступ к запрашиваемому ресурсу. Приведу еще один пример, с которым каждый из вас знаком. Пользователь хочет войти в свой аккаунт Google. Вот что при этом происходит. Для начала система запрашивает логин, пользователь его указывает, и система распознает его как существующий. Это и есть идентификация. После этого Google просит ввести пароль, пользователь его вводит, и система соглашается, что пользователь, похоже, действительно настоящий, раз пароль совпал. Это аутентификация. Скорее всего, Google дополнительно спросит еще и одноразовый код из СМС или приложения, и если пользователь его правильно ведет, то система окончательно согласится с тем, что он настоящий владелец аккаунта. Это двухфакторная аутентификация. И после этого система предоставит пользователю право читать письма в его почтовом ящике и все в таком духе. Это авторизация. Аутентификация без предварительной идентификации лишена смысла. Пока система не поймет подлинность, чего же надо проверять, то совершенно бессмысленно начинать проверку. Для начала нужно представиться. Идентификация без аутентификации — это просто глупо, потому что мало ли кто ввел в существующей системе логин. Системе обязательно надо удостовериться, что этот кто-то знает еще и пароль. Но пароль могли подсмотреть или подобрать, поэтому лучше подстраховаться и спросить что-то дополнительное, что может быть известно только данному пользователю, например, вот одноразовый код или подтверждение входа, уже авторизовать его. Вот, а авторизация без идентификации, тем более аутентификации, очень даже возможно. Это вот тот самый случай с неопознанной капибарой в Google документах. А вот если бы вы открыли этот документ для чтения только определенным пользователем по ссылке, то капибаре в таком случае сперва пришлось бы ввести логин и пароль, и только потом получить право на чтение документа, то есть авторизоваться. Теперь давайте более детально поговорим про способы аутентификации в веб-приложениях. Я думаю, некоторые из них вам всем хорошо знакомы. Их выделяют в 5 типов основных. Аутентификацией по паролю все мы пользуемся каждый день, поэтому начнем как раз таки с нее. Этот метод основывается на том, чтобы пользователь должен
предоставить юзернейм и паспорт для успешной идентификации и аутентификации в системе. И пара логин-пароль задается пользователем при его регистрации в системе. При этом в качестве логина может выступать и адрес электронной почты пользователя. Применительно к веб-приложениям существует несколько стандартных протоколов для аутентификации по паролю, которые мы и рассмотрим далее. Первый из них — это аутентификация по HTTP. Этот протокол, описанный в первых стандартах HTTP, существует очень давно и до сих пор активно применяется в корпоративной среде. Применительно к веб-сайтам принцип работы продемонстрирован на картинке. Сервер при обращении неавторизованного клиента к защищенному ресурсу отсылает HTTP статус 401 не авторизован и добавляет заголовок с указанием схемы и параметров аутентификации. Далее браузер при получении такого ответа автоматически показывает диалог ввода логина и пароля. Пользователь вводит детали своей учетной записи, и во всех последующих запросах к этому веб-сайту браузер автоматически добавляет HTTP-заголовок, в котором передается данные для аутентификации сервером. Сервер аутентифицирует пользователя по данным из этого заголовка и дальше решает, предоставлять доступ или нет к данным сайта. Это уже производится отдельно на основании роли пользователя или других данных учетной записи. Весь процесс стандартизирован и хорошо поддерживается всеми браузерами и веб-серверами. Однако стоит отметить, что использование протокола передачи данных HTTP небезопасно, потому что данные передаются в открытом виде, поэтому сейчас повсеместно используется расширение HTTPS, которое является относительно безопасным. Следующий протокол, который используется чаще всего для аутентификации по паролю — это аутентификация через форму. Для этого протокола нет определенного стандарта, поэтому все его реализации специфичны для конкретных систем, но абстрактно схему можно представить как на картинке. В веб-приложение включается HTML-форма, в которую пользователь должен ввести свои логин и пароль и отправить их на сервер. В случае успеха веб-приложение создает session токен, который обычно помещается в куки браузера, и при последующих веб-запросах токен автоматически передается на сервер и позволяет приложению получить информацию о текущем пользователе для авторизации. Но необходимо понимать, что перехват этого токена зачастую дает аналогичный уровень доступа, что и знание логина и пароля. Поэтому вся коммуникация между клиентом и сервером в случае протокола аутентификации через форму должна производиться только по защищенному соединению HTTPS, как и в первом случае. Но аутентификация по паролю считается не очень надежным способом, так как пароль часто можно подобрать, а пользователи склонны использовать простые одинаковые пароли. Поэтому это не самый безопасный способ. Часто еще и разработчики могут допускать какие-то ошибки, которые упрощают взлом. И поэтому перейдем к более сложным способам аутентификации. Один из них — это аутентификация по сертификатам. Принцип работы аутентификации по сертификатам основан на использовании криптографических алгоритмов и цифровых подписей. Сертификат содержит информацию о пользователе, его открытый ключ и цифровую подпись, которую выдал доверенный центр сертификации. При попытке входа на сайт пользователь отправляет свой сертификат на сервер, и дальше сервер проверяет подлинность сертификата, используя открытый ключ доверенного центра сертификации, который также хранится на сервере. Если сертификат действительный, то сервер принимает его и разрешает доступ пользователя к защищенным ресурсам сайта. При этом происходит обмен ключами между клиентом и сервером, который обеспечивает шифрование данных между ними во время сессии. Это и гарантирует безопасность передачи информации между клиентом и сервером. И поэтому аутентификация по сертификатам является одним из наиболее надежных методов аутентификации. Тут используется и криптография, и цифровые подписи, их сложно подделать. Но трудность с распространением и поддержкой сертификатов делает этот способ не таким популярным в широких кругах. Следующий способ аутентификации — это аутентификация по одноразовым паролям.
Аутентификация по одноразовым паролям обычно применяется дополнительно к аутентификации по паролям для реализации двухфакторной аутентификации. Я думаю, тоже каждый из вас сталкивался с этим, потому что при оплате онлайн сейчас повсеместно используется так называемый 3D Secure. Это вот один из способов аутентификации по одноразовым паролям. Но для тех, кто верит только в материальные деньги, расскажу чуть подробнее. Этот тип аутентификации использует уникальный пароль, который может быть использован только один раз, имеет ограниченный срок действия. Этот пароль генерируется специальным устройством, приложением или отправляется на телефон в виде смс. Принцип работы аутентификации по одноразовым паролям заключается в следующем. При попытке входа на сайт пользователь должен ввести не только свой логин и пароль, но и одноразовый пароль, который ему был предоставлен. Этот пароль генерируется на основе уникального алгоритма, который использует как статические данные, например, логин пользователя, так и динамические, например, текущее время. И после ввода одноразового пароля сервер проверяет его на подлинность и сравнивает с тем, что было сгенерировано для данного пользователя. Если пароли совпадают, то сервер принимает его и разрешает доступ пользователя к защищенным ресурсам сайта. Ну, преимущество этого способа аутентификации в том, что это одноразовый пароль, и он обеспечивает высокую степень безопасности, потому что он может быть использован один раз, имеет ограниченный срок действия, и, кроме того, его не требуется хранить на сервере, что как бы тоже защищает систему от взлома и кражи этих паролей. Следующий тип аутентификации — это аутентификация по ключам доступа. Его чаще используют для аутентификации устройств, сервисов или других приложений при обращении к веб-сервисам. Здесь в качестве секрета применяются ключи доступа, длинные уникальные строки, которые содержат произвольный набор символов. По сути, они заменяют собой комбинацию логин и пароль. В большинстве случаев сервер генерирует ключи доступа по запросу пользователей, которые далее сохраняют эти ключи в клиентских приложениях. При создании ключа также возможно ограничить срок действия его и уровень доступа, который получит клиентское приложение. Использование этих ключей позволяет избежать передачи пароля пользователя сторонним приложением. И эти ключи намного сложнее подобрать, чем комбинацию логин-пароль. А также, если ключ был раскрыт, то это не приводит к потере основной учетной записи пользователя, поэтому просто ключ старый удаляют, создают новый, и можно дальше пользоваться. И передача этих ключей также обычно используется в HTTPS, протокол HTTPS. И перейдем к последнему типу нотификации, но не последнему по его популярности в кругах разработчиков. Про этот способ аутентификации, я думаю, тоже много слышали. Это аутентификация по токенам, но он не такой сложный, как кажется на первый взгляд. Я думаю, с ним тоже многие сталкивались. Он применяется при построении распределенных систем, так называемый single sign-on, где одно приложение делегирует функцию аутентификации пользователя другому приложению. Я думаю, все пользуются Google сервисами и даже нашими корпоративными приложениями. Там везде используется вот эта аутентификация по токенам. Реализация этого способа заключается в том, что Identity Provider предоставляет достоверные сведения о пользователе в виде токена, а сервис-провайдер, то есть само приложение, уже использует этот токен для идентификации, аутентификации и авторизации пользователя. Ну, на общем уровне весь процесс выглядит как на картинке. То есть идет запрос в Identity Provider с логином, паролем, допустим. Он возвращает токен, и мы отправляем этот токен уже в приложение, и оно нас идентифицирует. Но процесс на картинке отражает механизм аутентификации активного клиента, то есть такого, который может выполнять запрограммированную последовательность действий. Ну вот, например, мобильные приложения, iOS или Android. Браузеры же, они так называемые пассивные клиенты, то есть они могут выполнять только
отображать только то, что пользователь захотел. И в данном случае достигается эта аутентификация путем перенаправления браузера между identity провайдером и сервисом провайдером. Ну, то есть как на картинке, то есть идет перенаправление сюда, получаем токен и обратно на сервис провайдер. Сам токен обычно представляет собой структуру данных, которая содержит информацию, кто сгенерировал токен, кто может быть получателем токена, срок действия, набор сведений о самом пользователе. И, наверное, самый популярный вид токенов это JWT, JSON Web Token. Он содержит в себе 3 блока. Это заголовок, набор полей и подпись. Первые 2 блока представлены в JSON-формате и дополнительно закодированы, а подпись может сгенерироваться при помощи симметричных алгоритмов шифрования и асимметричных. Кроме того, существует отдельный стандарт, описывающий формат зашифрованного JWT-токена. Ну, есть еще также и SVT-токен, и SML, но они более сложные и не такие популярные, поэтому про них я углубляться не буду. Так, и последняя тема, которую я хотел затронуть, это стандарты взаимодействия. Они в точности определяют протокол взаимодействия между клиентами и identity и сервис-провайдерами. Подходящую картинку для этого слайда я не нашел, поэтому снова решил показать капибар. Возможно, кто-то уже заскучал, и это вас немного взбодрит. Так, среди наиболее популярных стандартов это OAuth, OpenID Connect, SAML и VC Federation. Последние 2 довольно сложные, не такие популярные, поэтому остановимся на первых 2. Стандарт OAuth, он не описывает протокол аутентификации пользователя, а вместо этого он определяет механизм получения доступа одного приложения к другому от имени пользователя. И чтобы лучше понять сам стандарт, рассмотрим пример веб-приложения, которое помогает пользователям планировать путешествия. Как часть функциональности оно умеет анализировать почту пользователя на наличие писем с подтверждениями бронирований и автоматически включать их в планируемый маршрут. И тогда возникает вопрос, как это веб-приложение может безопасно получить доступ к почте пользователя. Ну, например, это будет почта Gmail. Попросить пользователя указать данные своей учетной записи, ну, это плохой небезопасный вариант. Попросить пользователя создать ключ доступа, который вот мы обсуждали чуть ранее, API Key, ну, возможно, но это весьма сложно и неудобно для пользователя. И тут как раз-таки эту проблему позволяет решить этот стандарт Open Authorization. Он описывает, как приложение путешествия, наш клиент, может получить доступ к почте пользователя, ресурс-сервер, с разрешения пользователя, то есть ресурс-оунера. И в общем виде весь процесс состоит из 3 этапов. То есть пользователь дает разрешение приложению на доступ к определенному ресурсу в виде гранта. Дальше приложение обращается к серверу авторизации и получает токен доступа к ресурсу в обмен на свой грант. И в нашем случае это сервер авторизации, это Google. И дальше приложение использует этот токен для получения требуемых данных от сервера ресурсов. Ну, в нашем случае это вот почтовый сервис Gmail. Первая версия стандарта OAuth была разработана в 2007 году, а текущая версия 2.0 опубликована в 2012, и она значительно расширяет и в то же время упрощает стандарт, но она обратно несовместима с версией 1.0. Основные отличия между этими стандартами в том, что версия 2.0 имеет более простую архитектуру, чем базовая, что делает ее более гибким решением. Также оно позволяет поддерживать мобильные устройства, более безопасное, потому что там есть динамические токены. И также можно авторизовываться через Facebook, Google, и поддержка таких стандартов, как, допустим, вот JWT, JSON Web Token, который я чуть выше рассказывал. И поэтому это позволяет использовать в различных приложениях и сервисах. В целом, OAuth 2.0 является более современным и гибким стандартом и обеспечивает более высокий уровень безопасности, поэтому он и сейчас повсеместно используется.
У вас, наверное, возникает вопрос, что на слайде с капибарами я рассказывал про 2 популярных стандарта, а сейчас рассказал только про один. Все верно, потому что они, очень тесно связаны. Второй вот стандарт OpenID Connect, он, используется в связке с OAuth 2.0, потому что этот стандарт OAuth 2.0, он не определяет формат токена, который получает приложение. В этом нет необходимости, потому что он используется лишь для получения доступа к ресурсам. А если у нас возникнет необходимость получить достоверную информацию о пользователе, то существует несколько способов. Первый — это подключить API, предоставляющую информацию о самом пользователе, ну, например, Facebook API. И тогда приложение будет обращаться к этому API для получения токена идентификации клиента. Такой метод иногда называют псевдоаутентификацией. И второй способ, более удобный и понятный — это использовать этот стандарт OpenID Connect. Он разработан как слой учетных данных поверх OAuth 2.0. И в соответствии с этим стандартом сервер авторизации предоставляет дополнительный Identity токен в формате JWT, который будет содержать набор определенных полей с информацией о пользователе. Ну, таким образом, разница между OpenID Connect и OAuth заключается в том, что OpenID Connect использует OAuth для аутентификации пользователя, тогда как OAuth используется только для авторизации доступа к ресурсам. Надеюсь, из начала моего доклада вы помните, в чем эта разница заключается. Так, ну, в заключение я хотел бы напомнить вот про способы, которые я описал. Я думаю, опять же, что вы со многими из них встречались в жизни, и у них есть различные области применения. Где-то используются для аутентификации пользователей, где-то для аутентификации приложений или сервисов, или даже для делегирования аутентификации пользователей или приложений. И по скриптам, так сказать, хочу добавить, что придумывайте для всех аккаунтов надежные уникальные пароли. Если испытываете трудности с их запоминанием, вам всегда придет на помощь менеджер паролей. И обязательно включайте двухфакторную аутентификацию во всех сервисах, которые это позволяют. Иначе какая-нибудь неопознанная капибара, так или иначе заполучившая ваш пароль, сможет прочитать вашу тайную переписку или сделать что-то еще более неприятное. Все, спасибо за внимание. Ну что, коллеги, есть ли у кого-нибудь вопросы к Кириллу? Да, у меня небольшой вопрос. Там был слайдик с входом по токенам. Вот, наверное, здесь, да. Может быть, я что-то не понял. Когда обращаемся к ресурсу с токеном, он же должен как-то понять, валидный ли это токен. Ну, в самом токене передается информация, как я рассказывал, Да, там и о пользователе, и о да. том. А как убедиться, что он был не перехвачен, не подделан, Ну, для не этого переделан? мгм. Ну, для этого как раз таки используется, ну, то есть стандарт какой-то есть, и по нему, наверное, там шифруются данные. Так точно подробно сейчас не помню, но то есть используется шифрование, и там можно понять, ну, то есть приложение это позволяет понять, что токен не был скомпрометирован. Спасибо за ответ. Может быть, Сергей, у тебя есть ответ какой-то на этот вопрос? Более... Ну, мне кажется, скорее всего, что вот этот бэкэнд-сервер должен сходить к серверу аутентификации и провалидировать этот токен. Еще какие-то мнения, может быть, на этот счет есть у вас? Или еще вопросы к Кириллу?
Там еще у токена подпись может быть, и, ну, которую наложил сервис аутентификации. Вот, и бэкэнд по этой подписи поймет, что, ну, действительно токен не подделан. Ну, то есть он возьмет payload, посчитает хэш, сравнит с подписью. Если payload не изменен, значит все ок. Ну, payload это часть. Ну, вот тут на слайде видно. Хорошо, спасибо, Андрей. Если вопросов больше нет, я думаю, тогда мы можем заканчивать. Оля, да. У меня есть, Мгм. да, у меня есть вопрос такой. Скажи, пожалуйста, если выбирать между использованием сертификатов и токенов, какой будет способ более безопасный? Ну, более безопасные, наверное, все-таки сертификаты, потому что там и используется сертифицированный центр, которому доверяет сервер приложений. Но он, как я рассказывал, не очень удобно в использовании, и сертификаты часто могут заканчиваться. Я думаю, кто пользовался, сталкивался с этим. И в целом распространять это если это приложение там для больших масс людей, не так удобно. То есть часто это используется в каких-то таких более узких кругах, вот. А в таких приложениях Enterprise чаще, наверное, JWT используется, ну, то есть через токены. Вот. Спасибо. GVT, кстати, тоже вопросик. Он у нас многоразовый? Ну, допустим, в стандарте OAuth 2.0 там он динамический, то есть он может меняться. Вот. В стандартной версии он был не динамический, и как бы из-за этого был не настолько безопасный. Вот. А динамический насколько? Он менялся с какой-то периодичностью при каждом запросе, каждые 10 минут, полчаса, день? Точно не скажу, не хочу соврать. Возможно, там можно задать какой-то, ну, допустим, там, где это используется, допустим, киллаки, можно задать, время, когда оно может изменяться. А как защититься от перехвата GVT токена? Ну, то есть я перехватил GVT токен и у себя в запросах его сейчас подставляю, и с этим GVT вхожу, собственно говоря, к сервису, там вытаскиваю себе какие-то данные, которыми, ну, как злоумышленник, ты зашел, авторизовался, я подстал там, вводил твой токен, и, собственно, с ним хожу, таскаю себе чего-то данные. То есть как это защититься? Кроме там шифрования, удалось мне кое-как там его выцепить. То есть можно какие-то дополнительные защиты поставить, то есть какие возможные варианты, может, предложишь там или с чем-то встречался, сталкивался? Ну, так точно не знаю, не сталкивался с таким. Хороший вопрос. Попробую разобраться. Может быть, в будущем расскажу про это подробнее. Андрей, может, ты сталкивался? Ну да, то, что чтобы поделать, это я уже говорил по поводу подписи. Ну, Есть Если мы еще механизм не подделать, anti-reply. если мы... Да, Серег, спасибо. Я не про подделку, я про полную кражу токена имел в виду. ну, не совсем понял. Типа ты его украл, и ты... Использую его сейчас в своих корыстных целях. Ну, как ты из логов достаешь токен, условно подставляешь себе в Postman и гоняешь с ним. Вот я точно так же украл и с ним гоняю. Как мне, на какой стороне, каким образом мне попробовать защититься от кражи? Ну, вспоминаю, у нас с мобилкой такая история. Вспоминаю, но пока не могу вспомнить. От Сереги была версия. Ну, что там, Серега, давай. Про механизм anti-reply, одноразовое использование токена. Ну, то есть, когда мы предполагаем, что Как каждый он? запрос GVT токена будет уникальный.
То есть, соответственно, тоже на стороне там, не знаю, провайдера, который выдает токен, формирует токен. То есть мы ожидаем на стороне сервера, что токен у нас должен быть одноразовый, дважды с одним токеном зайти нельзя. То есть в таком случае на стороне бэкэнда, принимающей стороне сервера, необходимо реализовать там антиреплей, где при каждом запросе мы с этим токеном будем ходить, собственно, в сервис, который нам этот токен, по сути, отдавал, формировал, ну, там, по крайней мере, это, возможно, кастомная реализация, возможно, под капотом есть, и будем проверять, что свежий ли этот токен, не было ли с ним там еще каких-то там походов. И, собственно, если он говорит, что вот только он там свежачок, с ним, с этим токеном прошло через шлюз там один раз запрос, то мы считаем его хорошим. Если он говорит, что типа он уже там дважды через нас прошел, а должен был быть всего-то разок, то, соответственно, там говорит все плохо, и мы разворачиваем на этапе уже, получается, аутентификации. Да, я так понимаю, как правильно назвать этот этап. То есть мы не подтверждаемся. Так как токен был, считаем, что токен скомпрометирован. Да, спасибо, что Вот напомнил. вариант. Спасибо. Мгм. Хорошее замечание. Мне кажется, вы, возможно, немножко забыли, что у нас доклад для нетехнических специалистов и уже в технические какие-то дебри углубились. Ну ладно. Не Нет. технический специалист, возможно, хотят знать, что можно от кражи также защититься. И Хорошо, обозначить Андрей. пунктов это идти. Хорошо, Я спасибо. перепутал сегодня, среда, четверг. Благодаря GD8 мы теперь знаем и такое. Развернули немножко нам эту тему. Хорошо, может быть, еще у кого-то есть вопросы к Кириллу? Логин и пароль хранить в блокноте на компьютере или на бумажке под клавиатурой? Ну, как я по скриптам говорил, что лучше это использовать менеджер паролей, а если у вас очень хорошая память, то лучше в голове, но не где в другом месте. Это верный способ потерять учетную запись свою. Но в то же время, если кто-то получит доступ к менеджеру, Спасибо. Ну, тогда ты держишь пароль от менеджера паролей в голове, а все остальные пароли там. Ну, так. Один-то пароль легче запомнить, чем куча других. Все пароли держать в менеджере паролей, а пароль от менеджера держать, собственно, наклеенный под монитор. Логин, пароль. Да, это идеальный способ для злоумышленника. Хорошо, спасибо. Ну, спасибо большое. Спасибо большое, Кирилл. Спасибо большое, ребята, за дискуссию. Всем спасибо. До свидания. Да, всем хорошего вечера. Хорошо, дня. Пока. Спасибо. Спасибо, что присоединились. Пока. Пока. Спасибо. Пока. Спасибо, пока.